Всем привет, ребята! Вот и настала пора для очередного разговорного видео. Казалось бы, вроде недавно только было одно. Но вот вам еще одно. Вам вроде как нравится, как я болтаю, поэтому почему бы и нет? Готовьте чаечек, кстати. Как некоторые из вас знают, я была недавно на 2 концертах подряд. Это был концерт Slaughter to Prevail 5 декабря и 6 декабря концерт Little Big. Я спросила вас в группе ВКонтакте, интересно ли вам узнать об этих 2 концертах и что вы конкретно хотите, какое-то сравнение или же просто, чтобы я рассказала, как прошел концерт Слотеров. Многие из вас выбрали именно сравнение, поэтому сейчас будем сравнивать. Я выписала себе несколько критериев, но скорее всего в основном будет словесный понос, поэтому вы как бы готовьтесь, что видео это будет долгим, потому что есть что рассказать. Я решила, что будет прикольно сравнить 2 концерта с абсолютно разных жанров, 2 абсолютно разных полюса. Ну и давайте я наконец буду делиться с вами своими впечатлениями. Кстати, я в мерче Slaughter to Prevail. У них сзади такой охеренный рисунок сейчас. Я надеюсь, вам видно. Ну что ж, давайте начнем по порядку. Первое, с чего я хотела бы начать, это площадка. Я ходила на концерты в Казани. Концерт Slaughter to Prevail проходил в Норе 2.0. А концерт Little Big проходил в клубе Эрмитаж. Название каждой концертной площадки полностью ее олицетворяет. Нора — это прям реально нора. Я даже не могу назвать это клубом, потому что это просто какое-то подвальное помещение с небольшим барчиком, с небольшим гардеробом и со сценой небольшой. Причем на сцене, перед сценой точнее, была клетка, огромная клетка, которая отделяла артиста от, собственно, аудитории. И туда помещается, наверное, человек 200, это максимум, и был sold out. Но я понимаю организаторов, потому что у нас нет площадок такого же маленького масштаба, миниатюрных, но при этом, чтобы они были достойные, скажем так, поэтому Нора это единственный выход был, а побольше площадки уже, скорее всего, было бы невыгодно, поэтому Нора. Но я вам скажу так, что у Little Big, конечно, был клуб Эрмитаж, это очень красивый клуб, он очень стильный, не особо большой, но, знаете, выполнен элегантненько, но при этом организаторы почему-то о людях не подумали и продали билетов намного больше, чем была вместимость, скажем так. Я вот сейчас не шучу, мы стояли буквально вот так вот, меня просто кругом облепляли потные люди, огромные мужики, парни, которые защищали рыцари благородные, своих дам. Но, в общем-то, претензии у меня больше к организаторам, чем к людям, которые были внутри, потому что было видно, что они продали билетов больше, чем полагается. И либо нужно было им искать площадку побольше, либо в определенный момент объявлять sold out и больше не продавать билеты, потому что то, что происходило там, это была полная жопа. Потому что, например, на концерте Слотеров мы пришли, я там познакомилась с ребятами, мы, в общем, общались, и потом подошли уже самые последние, там был разогрев. К сожалению, я не запомнила разогрев, потому что мне было тогда не до этого, я вот к слотерам готовилась чисто. И, собственно, когда этот разогрев прошел, толпа утихомирилась, немножечко как-то разошлась, и меня там парни подвинули в первый ряд, и я стояла прямо вот так вот и видела все. Я просто была в первом ряду. Шоколад просто вот так вот был, вот просто вот так вот, просто там было расстояние, ну вот. Ну и в этом как бы плюс маленьких клубов в данный момент. Кстати, я встретила своего подписчика, если ты смотришь это видео, привет тебе, спасибо, что не постеснялся, подошел и поговорил со мной, мне было очень приятно. Изначально понимала, что я буду стоять где-то с краешку вместе со своей подругой, потому что она в принципе не слушает тяжелую музыку, и когда она в первый раз услышала Слотеров, она такая, то есть ты меня на это ведешь, да? То есть вот настолько, да? Угу, хорошо, ладно, понятно. Но в итоге ей все очень даже понравилось. И шоколаде тоже очень понравилось. Она сказала, что это очень симпатичный молодой человек. Я такая, ну да. Есть такой момент. Мы отвлеклись. Парни, с которыми мы познакомились, отвели нас в первый ряд, чтобы мы при этом видели все, и чтобы нас и сзади не отмудохали, потому что там такой был слэм, такой мощь, стены смерти, там все, что вот можно было, там все было буквально с первого трека. Спасибо большое Мурату, который нас охранял от этого всего, он высокий, он как бы вот как-то так встал, что нас не трогали, и мы стояли спокойно, наслаждались тем, что происходит перед нами, а не думали о том, как бы нас не убили просто. У Шоколая, конечно, на концертах происходит просто какой-то разнос.
И это очевидно, это понятно. В принципе, площадка была более-менее норм, то есть для такого андеграундного концерта это было, в принципе, хорошо, но если бы у меня была возможность поехать в столицу на этот концерт, я бы с удовольствием поехала, потому что там все-таки более масштабно все. Единственное, что меня смутило, то, что программа у слотеров была только 50 минут. Это очень мало, как я считаю, то есть мы только зашли, буквально сразу же вышли. Возвращаемся к Little Big и площадке. Мы стояли в самой жопе, короче, мы стояли. Там было очень душно. Вот все сдавливали тебя кругом. Чтобы подышать, нужно было просто вот так вот вверх голову наклонить. Я еще высокая, и то мне было плохо. У меня девочки были намного ниже подруги. Они вообще там с ума сходили. Я понимала, что мы так долго не протянем, и просто уйдем, если такая будет фигня. Но Великий Слэм услышал нас, и он нас спас, потому что какие-то пацаны начали там всех расталкивать, слэмиться, и у меня подруга такая, так, погнали. Когда они расходились и вот так вот шли этим самым мини-слэмчиком в самый большой круг, мы за ними, короче, шли, когда толпа расходилась, и мы встали практически вперед, и вот там уже дуло, там уже было хорошо, там уже можно было наслаждаться концертом, а не думать о том, как бы тебе просто сейчас выжить. Давайте теперь пройдемся по звуку и освещению. Тут все опять-таки зависит больше от площадки и от масштаба группы. Я не могу судить звук у слотеров, потому что я стояла в первом ряду. А в первом ряду, как вы знаете, в априори всегда хреново слышится, в принципе, микс звука, скажем так. Поэтому я очень отчетливо слышала Шоколая, но у меня была каша из инструментала у парней, поэтому... Как-то так. Касаемо освещения тоже ничего особенного не было, потому что, что может предложить Нара? Она ничего не может предложить, там просто какое-то освещение небольшое было по минималке, знаете, но это не испортило картину, я все равно насладилась концертом. Было бы все-таки круто, если бы у нас была получше площадка в Казани для подобных мероприятий, но... Если мы говорим о Эрмитаже и о Little Big, там уже, конечно, совершенно другая история, там очень хороший был звук, особенно когда мы встали уже ближе к первым рядам, там был очень хороший звук, хороший микс, все прекрасно было слышно, и вообще никаких претензий нет. И мне очень сильно понравилось освещение, которое у Little Big. Его очень много, оно очень активное, оно работает отдельно на каждую песню, то есть реально буквально чуть ли не на каждый трек было свое освещение, своя игра света. И в этом огромный для них респект, они, конечно, растут на глазах. И я, по-моему, начала смотреть за Ильичом еще до того, как сама стала слушать тяжелую музыку, поэтому там уже очень долгая история, скажем так. И я люблю Little Big, но никогда их не воспринимала серьезно, честно. Я их всегда слушаю так под настроение, почему бы и нет. Вот тут решила сходить на концерт, больше не пойду. Или пойду на площадке, где я буду заведомо знать, что я смогу дышать. Очень много говорю, но вы же любите слушать мою болтовню. А кто не любит, что вы до сих пор тут делаете, я не понимаю. Дальше идет работа с аудиторией. Тут тоже два абсолютно разных жанра и разная работа с аудиторией. Если, например, Шоколая практически не нужно ничего делать, ему самое главное выйти на сцену и отгроулить, отгутуралить, то у Little Big совершенно другая история. Им нужно выкладываться по полной, потому что есть у них такая музыка, блин. Но Шоколай особо как-то сильно с аудиторией не взаимодействовал, он был достаточно сдержанный, в каких-то моментах он общался, да. Ему даже не приходилось там говорить, ребята, давайте там слэм, бла-бла-бла, сцены смерти, потому что это и так все было. Он просто наблюдал за этим и такой кивал, король лев. Вот. Не было такого, чтобы он мог вот прямо, знаете, как бывает, артист смотрит в глаза буквально каждому, да, человеку, пытается, по крайней мере, либо же он там кому-то дает пятюню, дает там кулачок, козу показывает или еще что-то такое, то есть такие мини-всплески взаимодействия с аудиторией, такого у него совершенно не было, он максимум мог сказать какие-то фразы, кивать и... там просто вот как-то вот так вот на всех посмотреть парочку раз и все. То есть такой прямо тесной взаимосвязи не чувствовалось. У Little Big же совершенно другая противоположная история.
У них есть отдельный человек, который развлекает аудиторию, это клоун, кстати, он из GNR, как и еще один участник. Он вот специально там для того, чтобы буквально после каждого трека общаться с аудиторией, поддерживать этот огонек, чтобы никто не уставал, чтобы все прыгали, двигались, танцевали и так далее. У него это прекрасно получалось. В какой-то момент он там даже гролил, что гавкал, я с этого ржала. У них прямо отдельный человек для этого есть, и плюс ко всему Ильич тоже там всякие перформансы устраивал, как он изображал Фредди Меркьюри и такой типа «Хей-о!», вот знаете, вот это вот. А потом все равно оставался Ильичом и просто пердел в микрофон, в прямом смысле этого слова, типа он и говорил «повторяйте», мы такие «спасибо». Все участники там пытаются как-то поддерживать этот огонь, прыгают, кричат, у каждого есть свое эфирное время, когда он общается со своим слушателем, то есть у них там идет взаимодействие по полной программе, и для их музыки это реально необходимо, потому что если они не будут этого делать, ну это будет как-то совсем стрёмно. Далее идет исполнение. Ну, к Шоколаю никаких вопросов. Он как и на записи, так и вживую звучит. Вообще никакого различия нет. Он большой молодец. Очень горжусь им, очень горжусь, что он из России. И, в общем-то, да. Вообще вопросов нет. Опять-таки оценить, как играли ребята, не могу, потому что у меня была каша из звука. Но я смотрела на них, они отдавались по полной программе, несмотря на то, что они в маленьком клубе выступают перед небольшой аудиторией, они все равно полностью отработали по полной программе. Короче, молодцы. Вообще, просто топчик. Если мы говорим о Little Big, то, в принципе, у них тоже все звучит достаточно прилично. Они уже на уровне, ребятки, они знают, как работать. И единственное, там что-то Sony иногда лажала. Это было редко, и это было так менее заметно. Просто, когда я на метал-концертах, я обычно не обращаю внимания ни на что, потому что меня вот сама атмосфера поглощает, и мне охрененно. Когда я нахожусь на концертах других жанров, я уже с какой-то любительской критикой начинаю все оценивать. Давайте теперь сравним аудиторию, которая присутствовала на том и другом концерте. Конечно же, на слоттерах были все мои родные рокеры-металлисты. Ладно, если мы говорим серьезно, то там были люди постарше, такие серьезные, в основном это были мужчины. Девочек там было очень мало, я могла их просто по пальцам пересчитать. Но я чувствовала себя там комфортно, даже с некоторыми парнями познакомились. Мы с подругой, прикол, кстати, моя подруга, она вообще не слушает металла, не ходит на такие концерты, и вот. А после этого концерта она сказала: а ничего, такие парни-то были. Вот где надо искать себе. Ладно. Возьму это на заметочку, я такая... Окей? Но опять-таки, что я вам буду описывать рокеров и металлистов, что ли, вы сами прекрасно знаете. Свои люди, короче, были. Я чувствовала себя там прекрасно, комфортно. Если бы я была на этом концерте года 3-4 назад, я бы, наверное, там смущалась вообще, там как-нибудь бы там... Господи! Вот так вот. А тут я нормально даже пообщалась с людьми, познакомилась, так что все хорошо. Если мы говорим о Little Big, то там уже совершенно другие люди, они уже помладше, все совершенно уже по-другому одеты, понятное дело. И вот там я чувствовала себя некомфортно. Я не чувствовала себя как в своей тарелке, взаимодействовала только с артистом, не чувствовала единения, скажем так, с окружающими людьми. Все-таки вы мне, мои родные, ближе. Металлисты, рокеры. Ладно, шутки-прибаутки, обычные там были люди, короче говоря, обычные совершенно, просто они были помладше. Мы плавно переходим к другому пункту, это вот энергетика, атмосфера и так далее. И я понимаю, что на метал-концертах, на рок-концертах мне лучше, я испытываю намного больше эмоций, потому что, например, у Шоколая, у Slaughter to Prevail ты чувствуешь вот эту вот мощь, силу, агрессию, но при этом агрессию не в том смысле, в котором мы привыкли ее понимать. То есть это агрессия, которая скорее выплескивается и заполняется чем-то приятным и позитивным. Ты выплескиваешь все негативные эмоции, и потом такой чистенький выходишь. Не могу это описать. Те, кто бывает на метал-концертах, они меня понимают. Просто сила, мощь, энергия. Если мы говорим о Little Big, там, знаете, такая непринужденная атмосфера, такая танцевальная, больше похожа на клубную. То есть ты такой пришел, там немножечко потусил,
И, если честно, я особо никаких эмоций там не испытала. Ну, может быть, потому что я не ярый фанат Little Big, прям такой, я просто иногда их слушаю, но я и не скажу, что я и такой ярый фанат Slaughter to Prevail тоже. То есть тут просто реально идет разница в атмосфере, и какая тебе атмосфера ближе, на те концерты ты и ходишь. Я смотрела на людей кругом, и они все были, в принципе, счастливы, рады, несмотря на то, что они были как просто селедочка, там вот так вот сжимались. Но при этом, вот, знаете, не чувствую я вот этого единения с людьми на концертах вот не метольных. Я этого не чувствую, я не знаю почему. Я очень сильно просто почувствовала этот контраст, потому что у меня вот 5 декабря, считайте, Slaughter, и 6 уже Little Big, то есть 2 дня подряд, и я еще от одного не успела отойти концерт, у меня уже другой, и ты там просто сталкиваешься вот с этим, и происходит очень сильный контраст, и я не могла не сравнить. Пошла бы я на концерт Slaughter to Prevail еще раз? Да, определенно, только я бы пошла уже на концерты в столицах, потому что там все-таки более масштабно. Пошла бы ли я на концерт Little Big еще раз? Скорее нет, чем да. Может быть, и пошла бы, но опять-таки это, возможно, было бы с компанией, и я бы заранее знала, что площадка будет большой, где я смогу, если что, подышать. Если у вас есть возможность пойти на концерт Slaughter to Prevail, то обязательно идите, потому что Шикалай, ну просто топчик, и вообще, в принципе, группа вот такая просто. Я уже жду с нетерпением их новый альбом, и на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и напишите внизу в комментариях, было ли у вас такое, что вы, например, были сначала на метал-концерте каком-то, а потом на абсолютно противоположном, и что вы об этом думаете, где вы чувствуете себя комфортнее, на каких концертах, ходите ли вы только на метал-концерты, на концерты тяжелой музыки, или же посещаете еще концерты других жанров. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Спасибо за просмотр, пока!